Добрый день, друзья! Вы часто просите меня показать те цветы, которые находятся позади меня. И сейчас вы их все увидите. А потом я вам расскажу про новый цветок, который я приобрела.
И вот новый житель, новая орхидея. Эту орхидею я купила в цветочном магазине «Цветозавр». И там же делала небольшой обзор с хозяином магазина. Мы прошли по всему магазину, показали, какие интересные растения есть в этом магазине. Ссылочку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И хочу сказать большое спасибо подписчикам. Вы очень поддержали именно YouTube-канал этого магазина, который ведет сам хозяин. У него интересные на YouTube-канале и пересадки, и рассказы, и его путешествия. И если кому-то интересно, подпишитесь. Он всегда отвечает на ваши вопросы, если вы занимаетесь или суккулентами, или даже орхидеями, большими какими-то крупными цветами. Посмотрите, какие у него там пальмы шикарные. Но я, конечно, остановила свой выбор на орхидеи. Это орхидея эпидендрум. Очень редко встречающаяся в продаже, ну, по крайней мере, в Ростове-на-Дону. Ни в сетевом магазине, ни в каких-то наших цветочных центрах ни разу не увидела этой орхидеи. Конечно, купила, с трепетом принесла домой. У нее была шапка больших красных цветов, но цветет недолго. Мне очень понравилось название. Их называют по-разному, но мне больше всего понравилось название «Огненная звезда». И действительно, эта шапка цветов похожа на пылающий огонь. Но орхидея для меня новая. Информации у меня о ней нет. Растут они в основном в Южной Америке. И если есть подписчики из Южной Америки, пожалуйста, поделитесь своим опытом выращивания этого растения. Но прочитав всю информацию, которую я смогла почерпнуть из интернета, я пришла к выводу, что мало чем отличается эта орхидея от бульбовых орхидей. Единственная разница — у него не бульбы, у него псевдобульбы. То есть он не запасает большое количество влаги вот в эти маленькие, ну, тоненькие псевдобульбы. А так, корневая система похожа на котлеи, на камбрии, такая же тонкая. Очень хотела вам показать пересадку, но не получилось. Наши замечательные коты, которые сегодня не присутствуют на съемке, потому что знают точно, что нельзя его трогать, буквально в первые секунды, когда появилось это растение, тут же подлетели к нему. Ну, два кота, которые очень любят такие листики. И вот они, погрызы листьев от котов. Но они не только погрызли, они исхитрились его уронить, и все разлетелось из горшка. Мне пришлось сделать срочную пересадку этой орхидеи. Пришлось покупать горшок, грунт составлять. Грунт получился такой же, как для всех бульбовых орхидей. С единственной разницей: я больше положила коры и циафлоры, нежели керамзита и пеностекла. Но, к сожалению, пересадку мы снимать не стали. Это растение очень любит влагу, потому что запасать ее некуда. Таких толстых бульб, как у котлей, у него нет. Очень любит яркий рассеянный свет, большой световой день. Больших отличий от бульбовых орхидей я у него не нашла. Ну вот в уходе за ним. Единственное, что более частый полив. Не любит пересушки корней. Давайте с вами за ним понаблюдаем. Может быть, он в скором времени зацветет, потому что на одной из псевдобульб, у которой было цветение, и здесь остался пенек от цветоноса, что-то начинает прорастать.
Может быть, это следующий цветонос. И тогда я вам точно покажу эту красивую шапку цветов. Я его приобрела в начале июля. Почти месяц он в посадке. И вот здесь можно уже увидеть, что орхидея дает новые росты. Сейчас поверну, чтобы было видно. Вот там позади. Вот еще. Вот хорошо видно. Они еще маленькие. Но это означает, что орхидея принимает такую посадку и идет в активный рост. Понаблюдаем? Хотите узнать продолжение истории об этой орхидее? Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!